Вы будете в шоке, когда узнаете о фотографиях, которые разрушили жизни людей. Сегодня я расскажу вам о самых удивительных снимках, их истории, о судьбах людей, запечатленных на них, и о том, почему эти фотографии изменили их жизнь навсегда. Мы погрузимся в мир, где одно нажатие затвора камеры может перевернуть все с ног на голову. А в конце видео вы узнаете о том, как мемы разрушают жизни людей. Приготовьтесь, будет интересно. Мона Лиза, Леонардо да Винчи и Винченцо Перуджа. Начнем с истории знаменитой картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и человека по имени Винченцо Перуджа. В 1911 году Перуджа, итальянский иммигрант, работавший в Лувре, украл эту легендарную картину. Его мотивом было убеждение, что Мона Лиза должна вернуться на родину в Италию. Как такое могло взбрести в голову кому-либо, для меня все еще остается загадкой. Когда кража была обнаружена, фотографии пустой стены в Лувре и разыскные изображения Перуджи распространились по всему миру. 2 года спустя Перуджа попытался продать картину во Флоренции, где был арестован. Его фотография с наручниками стала символом дерзкого преступления. В результате он стал известен как вор, и его жизнь изменилась навсегда. После тюремного заключения он не смог найти работу и жил в бедности. Фотография преступления и ареста разрушила его репутацию и будущее, превратив его из простого работника в преступника на весь мир. И это еще один факт, подтверждающий то, что не стоит заниматься чем-то незаконным. И если раньше все знали о Перудже из-за фотографии, то сегодня в ваших документах уж точно будет отметка о том, что вы совершили преступление. Девушка в танке и Хью Томпсон. Следующая история связана с фотографией «Девушка в танке» и пилотом вертолета Хью Томпсоном во время войны во Вьетнаме. В 1968 году Томпсон стал свидетелем массовых убийств мирных жителей в деревне Сонгми. Он попытался остановить бойню, приказав своим солдатам направить оружие на американских военных, чтобы защитить гражданских. Честно говоря, я в шоке от того, что кто-то смог взять на себя мужество пойти против системы и целого государства. И, к сожалению, на войне такие ужасающие вещи происходят постоянно. Фотографии и свидетельства Томпсона о событиях стали достоянием общественности. Вместо признания героя он столкнулся с осуждением и угрозами со стороны многих американцев, считавших его предателем. Его жизнь превратилась в кошмар. Он страдал от депрессии, посттравматического стрессового расстройства и алкогольной зависимости. Только спустя десятилетия его действия были признаны героическими. Но фотография и последствия событий навсегда изменили его судьбу, заставив пройти через годы страданий и непонимания. Остается только надеяться, что годы угнетения не сильно повлияли на него, и он смог оправиться от таких ужасающих вещей. Падающий человек и Ричард Дрю. 11 сентября 2001 года фотограф Ричард Дрю сделал снимок человека, падающего с Всемирного торгового центра. Эта фотография, известная как «Падающий человек», стала одной из самых спорных и эмоционально тяжелых изображений того дня. У меня мурашки по коже от этой фотографии, понимая то, насколько ужасными были те события. Семья и друзья предполагаемой жертвы были глубоко потрясены публикацией этого снимка. Фотография вызвала общественные дебаты о границах этики в журналистике и уважении к жертвам. Жизнь Ричарда Дрю также изменилась. Он столкнулся с критикой, угрозами и даже ненавистью, хотя всего лишь выполнял свою работу. Этот снимок стал символом трагедии и до сих пор вызывает сильные эмоции, заставляя задуматься о гуманности и моральных нормах в медиа. А как вы думаете, можно ли публиковать такие фотографии в массы? Пишите свое мнение в комментарии. Девочка с напалмом и Ким Фук. Одна из самых известных фотографий войны во Вьетнаме – изображение девочки, бегущей обожженной после атаки с использованием напалма. Фотограф Ник Ут запечатлел момент, когда 9-летняя Ким Фук бежала по дороге, крича от боли и страха. Ужасающее фото, которое полностью я не могу вам показать из-за цензуры. Но я думаю, вы понимаете, какие это страшные кадры. Эта фотография облетела весь мир и стала символом ужаса войны, повлияв на общественное мнение и вызвав волну протестов. Жизнь Ким Фук изменилась навсегда. Она перенесла 17 операций, долгие годы страдала от физической боли
и психологической травмы. Ее изображение стало иконой, но ей самой пришлось бороться с последствиями этой трагедии всю жизнь. Она столкнулась с вниманием СМИ, политическим давлением и использовалась как пропагандистский инструмент. Только спустя годы она смогла найти мир и стала послом доброй воли ООН, делясь своей историей и призывая к миру. И лично я очень рад, что в нашем мире запретили использовать напалм в военных целях. Ведь это, пожалуй, самое страшное оружие из всех, что только создало человечество. Портрет афганской девушки Ишарбат Гула. В 1984 году фотограф Стив Маккари сделал снимок молодой афганской девушки с ярко-зелеными глазами в лагере беженцев в Пакистане. Фотография была опубликована на обложке журнала National Geographic и стала всемирно известной, символизируя страдания беженцев. Мне кажется, буквально все видели это фото, ведь оно распространилось далеко за пределы обычных журналов. Однако жизнь Шарбат Гула, девушки на фотографии, была далека от славы. Она продолжала жить в бедности, не зная о своей известности. Когда ее личность была раскрыта спустя 17 лет, она столкнулась с проблемами из-за нарушения паспортного режима и была арестована пакистанскими властями. Внимание СМИ привело к вмешательству в ее личную жизнь, нарушению приватности и принесло больше проблем, чем помощи. Ее семья подверглась преследованиям, и она была вынуждена вернуться в Афганистан, где столкнулась с новыми трудностями. Мне очень жаль, что эта девушка не смогла обрести популярность и богатство за счет своей внешности. Ведь прямо сейчас в Афганистане творятся ужасающие вещи. Вполне возможно, что сейчас этой девушки уже нет в живых. Бесстрашная девушка и Кристен Висбол. Скульптура «Бесстрашная девушка», установленная напротив знаменитого быка с Уолл-стрит, стала символом феминизма и равенства. Автор скульптуры, художница Кристен Висбол, первоначально получила признание за свое произведение. Вы спросите, а при чем тут скульптуры, когда все мое видео про фотографии? А все из-за того, что произошло дальше. Дело в том, что фотографии и скульптуры распространились по всему миру, и Висбол столкнулась с юридическими проблемами. Инвестиционная компания, заказавшая скульптуру, ограничила ее права на воспроизведение и продажу копий. Юридические баталии и негативное внимание СМИ негативно повлияли на ее карьеру и личную жизнь, несмотря на первоначальный успех. Она оказалась в центре споров об авторских правах и коммерциализации искусства, что разрушило ее репутацию и финансовое положение. Кто знает, что стало с этим прекрасным скульптором? Весьма вероятно, ей пришлось жить в нищете, хотя она могла бы легко стать миллионершей. Джейсон Рассел и Кони 2012. Что же у меня там дальше по списку? Ах да, в 2012 году организация Invisible Children выпустила видео «Кони 2012», призывая арестовать угандийского военного лидера Джозефа Кони. Видео стало вирусным, а фотография Джейсона Рассела, соучредителя организации, распространилась по всему миру. И что же тут не так, спросите вы? Спустя некоторое время Рассел пережил нервный срыв на улице, что было заснято на видео и широко распространено в СМИ. Его личная жизнь и карьера были разрушены из-за этого инцидента. Фотография и видео стали символом его падения, вызвав сомнения в его мотивах и психическом здоровье. Общественное мнение быстро изменилось, и он стал объектом насмешек и критики, что негативно сказалось на его организации и личной жизни. Вот так вы можете уничтожить свою карьеру всего за пару минут. А ведь ему стоило всего-то держать себя в руках. Брук Шилдс и спорная фотосессия. Ну а мы продолжаем. В 1980 году фотограф Гарри Гросс опубликовал фотографии 10-летней актрисы Брук Шилдс, которые вызвали широкий общественный резонанс из-за их откровенности. Фотографии были признаны неподобающими, и начались юридические разбирательства о защите прав ребенка и этике в фотографии. И как вы уже могли понять, полноценно я не могу вам показать эти снимки, иначе мой канал могут заблокировать. Брук Шилдс, несмотря на успешную карьеру, столкнулась с негативным вниманием и критикой. Фотосессия оказала длительное влияние на ее личную жизнь и карьеру, вызывая вопросы о детской эксплуатации в индустрии развлечений. Ей пришлось бороться с психологическими последствиями и стереотипами,
которые преследовали ее многие годы. Этот инцидент поднял важные вопросы о границах искусства и защите детей в медиа. И как вы думаете, к чему все это пришло в наше время? К сожалению, ситуация не особо изменилась. Прямо сейчас куча популярных и известных детей, которые работают в шоу-бизнесе, публикуют совершенно непристойный контент. Это набирает огромные обороты за счет общественного резонанса, но я думаю, вы сами понимаете, что подобные видео и фото могут сказаться на психологическом состоянии тех самых детей. Эдди Адамс и казнь в Сайгоне. Фотограф Эдди Адамс в 1968 году запечатлел момент казни подозреваемого вьетконговца начальником полиции Южного Вьетнама Нгуен Нгок Лоаном. Эта фотография стала очередным символом жестокости войны и вызвала волну возмущения по всему миру. И как вы думаете, к чему все это привело? Правильно, кто-то получил по заслугам. Жизнь генерала Лоана была разрушена. После падения Сайгона он эмигрировал в США, где столкнулся с ненавистью и осуждением. Его бизнес потерпел неудачу из-за общественного давления, и он жил в бедности. Фотограф Эдди Адамс позже сожалел о последствиях своей фотографии для жизни Лоана, признавая, что один снимок не может отразить всю сложность ситуации. Он сказал: «Две жизни разрушены одной фотографией». И в целом, я прекрасно понимаю его позицию, ведь всего один миг и нажатие кнопки изменили жизнь этого мужчины. И виноват именно он. Но все же, я не стану оправдывать этого начальника полиции, ведь он поступал весьма жестоко. Селфи на фоне трагедии. В современном мире социальные сети играют огромную роль. Многие люди делают селфи, не задумываясь о контексте. Были случаи, когда люди фотографировались на фоне трагедий, аварий или мемориалов, вызывая общественное возмущение. Наверняка и вы сами берете в руки телефон и включаете камеру, когда на улице происходит что-то необычное. Такие фотографии приводили к увольнениям, общественному осуждению и разрушению репутации. Люди теряли работу, друзей и уважение из-за одного необдуманного снимка, распространившегося в интернете. И подобных примеров реально очень много. К сожалению, я не могу вам рассказать обо всех них. Да и конкретные примеры приводить не буду, ведь их уже было полно в одном из прошлых видео. К примеру, главные герои из фильма «Сумерки», ну или если взять фотографии с вечеринки российской звезды Анастасии Ивлеевой. Из-за кадров полуголой девушки и других селебрити на них возбудили много административных дел, и все это привело буквально к краху карьеры многих из них. А кто-то даже угодил за решетку. И тут я хотел бы отметить еще один момент. Фотографии, сделанные папарацци, часто нарушают личное пространство знаменитостей. Инциденты, связанные с преследованием, приводят к стрессу и тревоге у известных личностей. Очередным примером может служить принцесса Диана, чья смерть в автокатастрофе во многом связана с погоней папарацци. Постоянное внимание и вторжение в личную жизнь могут разрушить отношения, карьеру и психологическое состояние звезд. Некоторые из них вынуждены были покинуть карьеру или уехать из страны, чтобы избежать постоянного внимания. Фотографии в социальных сетях и последствия. Кстати, не только знаменитости, но и обычные люди страдают от необдуманных фотографий. Публикация компрометирующих изображений в социальных сетях может привести к серьезным последствиям. Увольнению, судебным разбирательствам, кибербуллингу. Например, учительница потеряла работу после публикации фотографии в купальнике, которую администрация школы сочла неподобающей. Молодые люди сталкиваются с травлей из-за распространения личных фотографий без их согласия, что может привести к психологическим проблемам и даже трагическим последствиям. Но лично я считаю, что подобный контент нельзя запрещать публиковать никому. Обычный купальник не навредит, ведь это фото не эротического характера. Но, к сожалению, в наше время многие родители считают себя более правыми. И в их картине мира публикация таких картинок сравнивается чуть ли не с проституцией. А как вы относитесь к таким ситуациям? Интернет-мемы и непреднамеренная слава.
Но лично меня больше всего поражает следующая история. Иногда фотографии становятся интернет-мемами без согласия изображенных на них людей. Это может привести к нежелательной славе и негативным последствиям. Думаю, все вы можете вспомнить подобных персонажей. Лично мне всегда вспоминается Гарольд, скрывающий боль. Хотя этот дедушка, получив свою популярность, извлек из нее всю возможную выгоду. Прямо сейчас он зарабатывает большие деньги за счет участия в рекламе. Но бывают и не такие интересные и добрые истории. Кайл Крамп стал известен как Bad Luck Brian после того, как его школьная фотография превратилась в популярный мем. Хотя сначала это было забавно, Кайл столкнулся с насмешками и нежелательным вниманием, что повлияло на его личную жизнь и самооценку. Он не мог контролировать распространение своего изображения и стал заложником интернет-культуры. А всему виной его смешная внешность на этой фотографии, ведь выглядит он тут максимально глупо. Думаю, вы уже видели этот мем и любые другие его адаптации. А ведь у парня из-за этого возникли реальные психологические проблемы. В общем, будьте аккуратны при публикации подобных фото. Сегодня мы с вами рассмотрели истории фотографий, которые разрушили жизни людей. Эти примеры показывают, насколько мощным инструментом может быть фотография и какие последствия она может иметь для людей. Всего пара мгновений, и весь мир переворачивается с ног на голову. Но лично меня поражает тот факт, что некоторые фото, сделанные профессионалами, разрушили их же жизни. А знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота. Ссылка в описании. И спасибо вам за внимание.